В этом видео я собрала 4 простых, но очень вкусных блюда из грибов. Повторяю их регулярно, потому что очень люблю. Это настоящие ароматы осени. Рецепты хороши для любых грибов, так что сохраняйте в копилочку, готовьте и пускай вам будет вкусно. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко, и в этом осеннем видео я собрала для вас вкусные рецепты с грибами. У нас будет 2 закуски, одно первое блюдо и одно основное блюдо. Будет очень вкусно, так что если интересно, продолжайте смотреть. Начинаю с приготовления простого и сытного, такого густого и согревающего супа-пюре. Список ингредиентов доступен на экране и продублирован в описании. Шампиньоны чищу от остатков торфа, после чего нарезаю произвольными кусочками. Сковородку разогреваю на сильном огне, отправляю туда топленое масло и грибы. Не убавляя огонь, обжариваю грибы до румяности, время от времени помешивая. Пока жарятся грибы, нарезаю луковицу и картофель. Картофель небольшими кусочками. Отправляю лук и картофель к грибам, когда грибы зарумянятся. Обжаривание грибов придает супу очень насыщенный вкус. Готовлю, помешивая, пока лук не станет прозрачным. Отправляю грибы с овощами в кастрюлю и вливаю бульон. У меня куриный, но можно использовать овощной или просто воду. Сперва я вливаю то количество, которое указано в списке ингредиентов. Дополнительную жидкость всегда можно добавить, чтобы добиться желаемой консистенции. Отправляю в кастрюлю горсть сушеных белых грибов для усиления аромата. Довожу смесь до кипения, закрываю суп крышкой и варю на минимальном огне в течение 20 минут. Теперь отправляю в суп плавленый сырок и пробиваю его блендером. Если не хотите использовать сырок, возьмите жирные сливки. После измельчения приправляю суп солью, перцем и мускатным орехом. Мне нравится густая консистенция супа, как на видео. По желанию доведите суп до той консистенции, которая нравится вам. Теперь готовлю грибные ньокки. Это ленивые вареники из картошки, и грибной аромат им очень подходит. Список ингредиентов на экране и в описании, а я очистила картофель, нарезала его и отварила на пару до мягкости. Кусочки так готовятся быстро и не набирают лишнюю влагу. Готовому картофелю даю остыть, а затем разминаю вилкой. Всыпаю картофель грибную пудру, это измельченные на кофемолке белые сухие грибы. Добавляю соль и яйцо, тщательно перемешиваю массу. Всыпаю в смесь муку, перемешиваю, а затем переваливаю на стол и подмешиваю тесто. Я не забиваю его мукой слишком сильно, чтобы готовые ньокки не были резиновыми, а оставались нежными. Тесто делю на части и выкатываю в жгуты, которые затем режу на подушечки. Отвариваю ньокки в небольшом количестве воды, добавив в нее соль и немного растительного масла. После того, как ньокки всплывут, варю их в течение минуты и затем извлекаю шумовкой. Подаю с маслом, сметаной и присыпав еще небольшим количеством грибной пудры для сверхнасыщенного аромата. Далее на очереди плавленый сыр с грибами. Этот сыр удобно намазывать на хлеб и гренки, он мягкий и нежный. Список ингредиентов сейчас доступен на экране. Процесс очень простой и быстрый. К творогу всыпаю соль, соду, вбиваю яйцо и вливаю растопленное сливочное масло. Пробиваю смесь блендером, чтобы разбить крупные фракции и процесс плавки был быстрым. В этом видео плавлю сырную массу в мультиварке, но можно воспользоваться микроволновкой, как я это делала в предыдущем видео с твердым сыром, или же готовьте на водяной бане. Время от времени помешивайте массу, чтобы крупинки творога плавились равномерно. Когда масса станет однородной и жидкой, она готова. Всыпаю в сырную массу грибную пудру и тщательно перемешиваю. Переливаю сыр в удобную формочку, накрываю пищевой пленкой в контакт, чтобы сверху на сыре не образовалась корочка. Перемещаю сыр в холодильник, и как только он остынет и стабилизируется, он готов. Маринуем грибы. Под этот рецепт подойдут любые грибы. Маринад очень яркий, кисло-сладкий, и грибы получаются очень пикантными. Список ингредиентов на экране и в описании. Сперва грибы очищаю. У меня довольно крупные экземпляры, так что снимаю верхнюю кожицу. Если грибы небольшие, их нужно просто помыть. Затем выламываю ножки, а шляпки разрезаю надвое. Отправляю грибы в кастрюлю, заливаю водой и отправляю на огонь. Довожу воду до кипения и варю в течение 5 минут. Сперва они будут интенсивно пениться, но затем пена уляжется, а сами грибы станут меньше и тяжелее.
Готовлю маринад. Отправляю в кастрюльку сахар, соль, душистый перец. Специи можете использовать разные. Вливаю воду и уксус. Использую натуральный. Отлично подойдет яблочный, белый или красный винный. Довожу маринад до кипения и даю прокипеть в течение минуты, помешивая, чтобы сахар и соль растворились. Грибы перекладываю в банку при помощи шумовки. Заливаю горячим маринадом и закрываю банку. Оставляю при комнатной температуре до остывания, после чего они готовы, но я дополнительно выдерживаю их еще ночь в холодильнике. Подавать такие грибы я люблю с оливковым маслом и присыпав рубленой петрушкой и под настроение еще и чесноком. Если этот ролик вам понравился, ставьте палец вверх, пишите в комментариях, какие блюда больше всего любите готовить из грибов. В следующем ролике будем готовить вкуснейшие домашние специалитеты для праздничной мясной тарелки. Будет очень просто в исполнении, но ощущение будет такое, будто вы все купили в каком-нибудь дорогом специализированном магазине. Так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик, чтобы этот ролик не пропустить. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».